Кораблекрушения – это трагические события, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Сегодня мы расскажем вам о крупных крушениях кораблей и суден, их причинах и последствиях. МС Royal Pacific. Рано утром 23 августа 1992 года круизный лайнер Royal Pacific, принадлежащий Греции, столкнулся с тайваньским рыболовным траулером в Малакском проливе у Южной Малайзии. На борту находились 356 пассажиров и 179 членов экипажа, из которых 30 погибли и 70 получили ранения. Большинство пассажиров в момент столкновения спали. Потери были усугублены неисправной системой громкой связи и экипажем, который, как сообщается, сосредоточился на спасении себя, а не пассажиров. СС Морро Касл был кораблем, который перевозил почти 500 пассажиров между Гаваной и Нью-Йорком. Привлекательность корабля заключалась в том, что во время сухого закона не было ограничений на употребление алкоголя на борту. Корабль был обычным, пьяным круизом. Но в сентябре 1934 года корабль возвращался с Кубы в Нью-Йорк, когда все, казалось, пошло не так. 7 сентября капитан корабля Роберт Уилмот отправился в свою каюту с расстройством желудка, но позже умер от сердечного приступа. Старший офицер Уильям Уормес принял командование, и через несколько часов, около 3 часов ночи 8 сентября, в одном из шкафчиков для хранения начался пожар. Экипаж не смог должным образом справиться с пламенем, которое начало пожирать судно. Многие члены экипажа покинули корабль. Пассажиры были ошеломлены и сбиты с толку пассажиров в предрассветные часы на этом прокуренном корабле. Некоторые спрыгнули с палубы и погибли в воде. Спасатели выстроились на берегу Джерси, чтобы встретить спасательные шлюпки с пассажирами. Из 549 находившихся на борту корабля 86 пассажиров и 49 членов экипажа погибли. Эстония. Эстонский паром судоходной компании Eastline, построенный в 1979 году в ФРГ на судоверфи Майер Уэрфете в Попенбурге, Эстония, покинула порт Таллина вечером 27 сентября 1994 года курсом на Стокгольм, когда в море бушевал шторм, а скорость ветра превышала 20 метров в секунду. В полночь Эстония разминулась в море с паромом компании Viking Line Mariella, на котором скорость парома Эстония посчитали слишком высокой. В половине второго ночи с судна было отправлено короткое сообщение о помощи. Вскоре судно пропало с радара парома Mariella. Из сообщения понятно, что крен судна в тот момент был очень опасным и слышно, что на корабле включена противотуманная сирена, чтобы разбудить пассажиров. Эстония затонула в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года, в результате чего пропали без вести 757 человек, нашли затонувшими 95 человек, всего погибло 852 человека из 989 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время. СС Истленд. Всего через 3 года после трагедии с Титаником, СС Истленд перевернулся на бок, еще находясь в доке. В то время на корабле находились сотрудники компании Western Electric, которых перевозили на пикник в Мичиган-Сити, штат Индиана. Это было важным событием в жизни рабочих, многие из которых не могли взять отпуск. Утром 24 июля пассажиры начали посадку на Истленд на южном берегу реки Чикаго примерно в 6 часов 30 минут, а к 7 часам и 10 минутам судно достигло своей вместимости 2572 пассажира. Корабль был битком набит, многие пассажиры стояли на открытых верхних палубах и начали слегка крениться на левый борт, в сторону от пристани. Экипаж попытался стабилизировать корабль, налив в его балластные цистерны воду, но безуспешно. В 7 часов 28 минут Истленд резко накренился влево, а затем полностью перевернулся на левый борт, едва половина судна была затоплена. В катастрофе погибли 844 пассажира и 4 члена экипажа. Princess of the Stars. Пассажирский паром, принадлежащий филиппинской судоходной компании SLPC Alliance. Паром вышел из порта Манилы 20 июня 2008 года по пути в город Себу.
Хотя тайфун Фэншен ранее в тот же день обрушился на остров Самар, Princess of the Stars было разрешено отплыть, потому что судно было достаточно большим, чтобы оставаться на плаву на периферии тайфуна. Однако позже в тот же день Фэншен неожиданно изменил курс, поставив паром в серьезную опасность и быть захваченным штормом. В полдень 21 июня паром подал сигнал бедствия, радиосвязь была потеряна в 12 часов 30 минут по тихоокеанскому времени. На борту находилось 870 человек, из них 814 человек погибли, и 56 человек всего спасли. МС Эйл Салам Баккаксия 98. Египетский паром, затонувший в Красном море 3 февраля 2006 года. Паром следовал из Саудовской Аравии в Египет, когда на борту вспыхнул пожар из-за взрыва одного из транспортных средств. Огонь быстро распространился, и судно в конце концов затонуло. К сожалению, это привело к гибели около 1028 человек, что сделало его одной из самых смертоносных морских катастроф в новейшей истории. Инцидент выявил серьезные проблемы с безопасностью и недостатки в работе парома и процедурах реагирования на чрезвычайные ситуации. МВ Дона Пас был филиппинским пассажирским паромом, который столкнулся с нефтяным танкером МТ «Вектор» в проливе Таблас 20 декабря 1987 года. В результате столкновения возник сильный пожар, который быстро охватил оба судна. К сожалению, она привела к гибели около 4386 человек, что сделало ее одной из самых смертоносных морских катастроф в истории. Инцидент был связан с несколькими факторами, в том числе с плохим соблюдением правил безопасности, перегрузкой пассажиров и груза, недостаточной подготовкой экипажа и отсутствием средств связи. Он выявил значительные недостатки в практике обеспечения безопасности на море и привел к реформам и улучшениям в морских правилах и процедурах реагирования на чрезвычайные ситуации на Филиппинах. Чтобы увеличить свои шансы выжить при пожаре или столкновении, уделяйте особое внимание учениям по сбору, которые проводятся в каждом круизе, знайте, где хранятся ваши спасательные жилеты и где находится ближайшая спасательная шлюпка. Поскольку туристы, как правило, пьют больше на круизных лайнерах, лучше умеренно употреблять алкоголь и следить за тем, чтобы другие этого не делали. Есть много случаев, когда пассажиры падают за борт или происходят нападения из-за чрезмерной порции выпивки. В то время как круизы популярны, они требуют постоянной бдительности. Есть много других случаев худших катастроф круизных судов, это всего лишь несколько примеров, чтобы убедиться, что вы знаете об опасностях.